Всем привет! Все знают, что южнокорейская компания Samsung совсем скоро должна представить без преувеличения будущий народный смартфон под названием Galaxy A53 5G. Он станет следующим представителем одной из самых продаваемых линеек 2021 года. Напоминаем, представленный в самом конце 2019 года, Galaxy A51 стал по итогам 2020 года хитом продаж в России, что очень и очень неплохо. Потом мы получили Galaxy A52, который стал также превосходным гаджетом. Это не удивительно, ведь он получил очень много интересных фишек. Это отличная влагозащита, стереозвук, отказ от неудачных процессоров Exynos, новые экраны с высокой частотой обновления, ну и многое другое. Теперь очередь дошла и до Galaxy A53, и ждать его осталось, скажу сразу, недолго. Дело в том, что он совсем недавно, как я говорил в предыдущем видео, прошел сертификацию TENA, а теперь новинка была замечена в не менее знаменитых базах данных регуляторов NBTC и FCC. И если сложить все данные, которые официально, что немаловажно, нам предоставили многочисленные ресурсы, то выходит, что уже сейчас известны все полностью технические характеристики смартфона Galaxy A53. И они, честно говоря, удивляют, если учитывать стоимость данного смартфона. Итак, основные фишки Galaxy A53 это однокристальная система Exynos 12.2.0, AMOLED дисплей на 6,46 дюйма, 8 гигабайт оперативной и 256 гигабайт своей флеш-памяти. Аккумуляторная батарея на 5000 мАч, 64 мегапиксельная основная камера, Android 12 из коробки, а также защита IP67. Ну и конечно же цена, всего $300. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум, поехали! Начнем с Федеральной комиссии по связи с США, то есть FCC. Она подтвердила, что смартфон оснащен комплектным зарядным устройством мощностью 25 Вт. Да, это очень хорошая новость. Дело в том, что ранее сообщалось, что в комплекте будет 15-ваттное зарядное устройство. Приблизительные результаты зарядки смартфона мы получим такие. Спустя полчаса уровень заряда составит 33%. Через 45 минут аккумулятор зарядится до 51%. А вот спустя час результат составит 67%. Ну, достаточно неплохой, на мой взгляд, показатель. Также из данных стало известно, что новинка получит более емкий аккумулятор. 5000 мАч против 4,5 у предшественника Galaxy A52. Но теперь о самом главном, на что обращает внимание каждый пользователь. Это, конечно же, цена. По предварительным данным, смартфон поступит на прилавки магазинов по рекомендованной цене всего в $300. Конкурентов предостаточно. Давайте посмотрим их. Итак, я зайду на e-каталог и воспользуюсь подбором по параметрам. $300 это плюс-минус 23 тысячи рублей. Возьмем до 25. И мы знаем, что смартфон получил 8 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт своей флеш-памяти. Пожалуйста, 34 модели. Это Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Xiaomi 11 Lite 5G NE, Xiaomi Mi 11 Lite, Poco X3 GT, Vivo V21e, ну и так далее. На мой взгляд, основной конкурент Samsung Galaxy A53 это Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Как вы видите, минимальная стоимость смартфона почти 23 тысячи рублей, максимально 30, то есть разбежка в 7 тысяч. Но e-каталог не делает никаких наценок. Вы просто видите все предложения и покупаете там, где вам удобно. То есть можно сэкономить целых 7 тысяч рублей. Что немаловажно, есть отзывы реальных покупателей. Прочитав их, вы также для себя что-то отметите. И запомните, сначала e-каталог, потом
магазин. Ссылка на e-каталог будет в описании под видео. Также сертификация Samsung Galaxy A53 показывает, что устройство будет оснащено Super AMOLED дисплеем на 6,46 дюйма, который имеет разрешение Full HD+, то есть 1080 на 2400 пикселей. Преимущество такого экрана — это способность отображать большую цветовую гамму. На 32% больше физического предела жидкокристаллической матрицы Super IPS. Кроме того, у экрана будет вырез для селфи-камеры по центру, как и предполагалось ранее. Справа будут находиться кнопки питания и регулировки громкости. В основной камере будет 4 модуля. Блок камеры не только сохранит свой нынешний вид, но и датчики тоже. Сохранится конфигурация с датчиками разрешением 64, 12, 5 и 5 мегапикселей. Samsung Galaxy A53 получит целых 8 гигабайт оперативной памяти, а также 128 гигабайт или 256 гигабайт флеш памяти. Кроме того, телефон поддерживает расширение памяти до 1 терабайта при помощи карт памяти microSD, что в наше время является просто необходимостью. Самое главное новшество в аппаратной платформе — переход с однокристальной системы Snapdragon 750G на собственную Exynos 1220 с двумя большими ядрами частотой 2,4 ГГц и 6 малыми частотой 1,8. За графическую систему отвечает Mali G68. Совершенно точно компания выпустит несколько модификаций смартфона для разных рынков, железо в которых вполне может разниться. И речь не только про поддержку 5G сетей. То есть вполне возможно мы получим совершенно другие процессоры. Samsung Galaxy A53 работает под управлением операционной системы Android 12 с оболочкой One UI 4.0 из коробки, что является большим плюсом. В этой системе компания Samsung добавила новые функции конфиденциальности и безопасности, которые дают пользователям больше контроля над правами, получаемыми приложениями, а все настройки и элементы управления теперь удобно организованы на новой панели управления. Samsung Galaxy A53 будет доступен в двух цветах — белом и синим. Размеры телефона 159 на 74 на 8,1 мм. Масса 190 граммов. Ну что же, ребята, на мой взгляд, с каждым годом компания Samsung удивляет своих покупателей, а также простых пользователей и фанатов. Мы получаем все лучше и лучше среднебюджетные смартфоны, потому что $300 сейчас, на данный момент, на 2022 год, это, конечно же, небольшая сумма за хороший смартфон. А как всегда, серия А предлагала достаточно неплохие технические характеристики за минимальную сумму. Да, это не компания Xiaomi, но тут вы должны понимать, что компания Samsung всегда поддерживает свои смартфоны. То есть обновления есть, и обновления действительно стоящие, выпускается практически каждый год. И это очень хорошо, потому что компания смотрит свое детище. Так вот, A53 действительно будет народным смартфоном, потому что куда бы вы ни пришли, в какой бы вы магазин связи ни зашли, вам всегда предложат А-серию, не S-серию и так далее, а именно А, потому что эта серия нацелена на всех полностью людей. Ну что же, ждем презентацию. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.